Пу-пу-пу-пу-пу. В попу не пупу. В первый раз, да, по вам видно. Сейчас. Кажется, я только сейчас понял, что эти перчатки для туалета.
У меня появилась проблема, что весь мой YouTube почему-то предлагает мне японский язык. То есть субтитры, озвучку и перевод комментариев он предлагает на японском языке. Хотя я этого не просил. И самое интересное, что он предлагал это после того, как я загуглил, как выучить японский. Вот и думайте. Есть такое ощущение, что я занимаюсь какой-то хренью.
Короче, мне ничего в голову не пришло, кроме как прочитать сказку для 2 лет «Снегурочку». Жили-были старик со старухой. Жили, ладно, дружно. Все было хорошо, до одно горе. Детей у них не было. Я, конечно, не врач, но я думаю, у вас бесплодие. Особенно у старухи. Вот пришла зима, снежная. Намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают. «Знаешь, старуха, — говорит старик, — а давай-ка мы себе из снега дочку сделаем». «Давай, — говорит старуха». Те самые идеи под грибами. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали снежником. Ручки и ножки пригладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы прозовели, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула с себя снег, и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядят на нее, не налюбуются. И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам. Что ни день, но все краше становится. Сама беленькая, точно снег. Коса русая на пояса. Только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку. Души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленная, и веселая. Со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушается. Прошла зима, начало пригревать весеннее солнышко. Это не к добру. Зазеленела трава, да в проталинах запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась. «Что с тобой, дочка?» — спрашивает старик. «Что такая невеселая стала? Может, тебе не здоровится?» «Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова». Скрываем, да, значит, свои нездоровья. Вон оно как. Вот и последний снег растаял. Засвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится. От солнца прячется. Все бы ей тень на холодок. Еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча. Посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду. Точно жемчугу прекрасному. А как снова углянуло солнышко, и град растаял, Снегурочка заплакала. Да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето прошло. Собрались девушки на гуляние в рощу. Зовут Снегурочку. Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать. Не хотела Снегурочке в лес идти, но старуха ее уговорила. Депрессивный чел, который скрывает свою грусть, идет на вписку в лес. Идет на вписку в лес. Поди, дочка, повеселись с подружками. Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Не самое умное решение, но ладно. Позади всех Снегурочка встала. С
Suicide Boy побежала на свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла. Обратилась в белое облачко, поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобное «Ау!». Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они кликать ее. «Ау, ау, Снегурочка!». Только эхо им в лесу и откликнулось. Так, сказка для детей от 2 лет. Что мы наблюдаем? Депрессия в 0 лет, кстати, ей буквально 0 лет. У нее депрессия 0 в лет. Она ее скрывает от всех. Закрылась в себе. И прыгнула через огонь, зная, что она растает. Сказка, кстати, для 2 лет. Детей. Ну, в принципе, норм.